Друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем путешествие по Северному Кавказу. И сегодня мы посмотрим город Пятигорск. Нашу экскурсию я решил начать с очень символичного места. Это место дуэли Лермонтова. Имя Лермонтова неразрывно связано с судьбой города Пятигорска. В 1841 году, 27 июля, именно на этом месте Лермонтов погиб во время дуэли. Вы можете купить авторскую лермонтовскую открытку. Вот именно здесь. А сегодня моим проводником по Пятигорску будет Людмила. Знакомьтесь. Здравствуйте. Ну что, поехали дальше? Мы с вами купили билетик на Пятигорскую канатную дорогу. И наша цель – подняться на гору Машук. Строительство Пятигорской канатной дороги начато в 1965 году. Ее протяженность 994 метра. Но при этом длина каждого несущего троса составляет 1100 метров. Как говорится, почувствуйте разницу. Посмотрите, какая вокруг красота. Высота горы Машук 993 метра. И вот именно на эту высоту мы с вами в данный момент поднимаемся. Время проезда в один конец всего лишь 3 минуты. В каждый вагончик вмещается 20 человек. Собственный вес одного вагона немногим больше 1 тонны. Ну что, друзья, вот мы поднялись на высоту 993 метра, на гору Машук. И сейчас вы посмотрите, какой отсюда открывается шикарнейший обзор на практически все города Кавказских минеральных вод. А вот эта знаменитая телебашня Пятигорска, еще тут местные называют Эльфиева башня Северного Кавказа. А вот и сам Пятигорск. Вот это идет дорога на Нальчик. Вот тут вы видите две горы Юца и Джуца. Чуть правее от них в хорошую погоду виден Эльбрус. Но сейчас, к сожалению, видите облака, и он спрятался от нас. Вот там вдали видно Новопятигорское озеро. А сразу за ним вдалеке виднеются Ессентуки. И вот там в ущелье уходит дорога на Кисловодск. Ну, собственно говоря, он там расположен. Вот это, посмотрите, это гора Бештау. В переводе с тюркского означает 5 вершин. 1, 2, 3, 4. И одну не видно, она с той стороны. И левее от горы Бештау находится гора Шелудивая. И слева от нее поселок Винсады. Вот такая вот чудесная панорама открывается с вершины горы Машук. Мы находимся на вершинке горы Машук, высота 993 метра над уровнем моря. Находимся на одной из красивейших панорамных площадок города Пятигорска. Вот именно в этой части у нас это точка для любителей красивых фотографий, потому что именно в этой части у нас находится закат. И вот здесь, вот как вы видите, лавочки. Здесь собираются все фотопоэты, которые любят снять, да, красивую панорамку. И вот на фоне Бештау, то есть с левой стороны обычно от него заходит солнце. И вот мы с вами видим гору Бештау, правее гора Железная, немножко видно город Железноводск, как раз вот несколько домиков у подножья горы Железной, еще правее гора Развалка, или еще ее называют Спящий Лев, потому что отсюда именно с вершинки она напоминает нам такого спящего льва. С правой стороны мы с вами видим гора Змейка, между нами и горой Змейкой вот здесь находится поселочек Иноземцево, а за горой Змейкой находится город Минеральные воды. Мы с вами идем вокруг, точнее по кругу по горе Машук, еще в одно очень интересное место. Ну, я вам хотел показать эту тропинку, потому что мне она вот так понравилась. Тут такое деревянные такие есть ограждения, типа перила. Вдруг, если вы захотите упасть, хотя падать недалеко, но тем не менее выглядит очень симпатично.
здесь есть еще такая интересная панорамная площадка. И вот там вдали, смотрите, видно гору Лысую. Сейчас, я думаю, мы про нее узнаем кое-что интересное. Тут, посмотрите, указатели к различным городам. Вот видите, есть Королев, Магнитогорск, Новокосино. Вот отсюда 1640. Ну, по-моему, Новокосино по прямой, да. Ну, понятно, тут же сложных путей искать не стоит. Когда-то от Константиногорской крепости, которая в районе озера стояла, шла дорога вот сюда к Лысогорке, вот к этой горе, к Лысой, где стоял Лысогорский военный редут. И от нее вот так влево, вот там вдалеке мы с вами видим немножко гору Змейку, вот как бы по ее склонам, обходя горы Развалку и Железную, с противоположной стороны заезжали. Это делалось по одной причине. В районе Железноводска было единственное место, где была зона естественного леса, и в лесу было достаточно опасно. Поэтому люди делали вот такой вот достаточно длинный путь. Путь туда и обратно занимал 5 часов тогда, из крепости до Железноводска. А вот здесь, чуть ниже станции канатной дороги, расположена могила военного топографа Андрея Васильевича Пастухова. Этот человек в 1890-96 годах первым побывал именно на обеих вершинах Эльбруса. А также он поднялся на вершину Арарата и Казбека. Он похоронен здесь на вершине Машука. Именно по его просьбе говорил, что очень хочет, чтобы в хорошую погоду отсюда открывался вид на его любимый Кавказ от Казбека до Эльбруса. Вы еще с нами? Напишите в комментариях, пока мы будем перемещаться, как вам Пятигорск с высоты горы Машук. Мы сейчас с вами идем по Провальскому бульвару. Сейчас он называется бульвар Гагарина. И посетим несколько интересных мест. Это прежде всего источники с минеральной водой, потом бесстыжие ванны и, конечно же, провал. Мы сейчас находимся около галереи Дадашевской. Дадашева построена она была в 19 веке, построена была архитектором Уптоном, построена была с именем Михайловская. То есть когда-то она называлась Михайловская, она была деревянная. Здесь находится один из источников, и люди, которые пили водичку, они могли прогуливаться в этой галерее и укрываться от дождя. Но получается так, что как раз когда были 90-е годы, к сожалению, эта деревянная галерея сгорела. Наш местный предприниматель, он построил ее в аналогичном стиле. Называется она теперь Дадашевская. Здесь находится сейчас художественный бутик, выставка картин, проходит продажа. И одно из очень вкусных мест в Пятигорске — это кофейня Happy Coffee. Идемте посмотрим на минеральные источники. Вот, смотрите, какие старые ступеньки 1800-х годов. Этот камень называется травертин. Это намывная порода, которая образуется в результате выхода минеральных вод на поверхность. А вот один из источников. Смотрите. Вот, кстати, видно, как это все образуется. Источник теплый, он даже, можно сказать, немножко горячий, но тепленький. Сейчас на улице жарко. Конечно, если вы едете на Северный Кавказ, в любой из городов, где есть источники, лучше иметь с собой стаканчик. Ну, а я вот попробую сейчас попить эту минеральную воду. Ощущение совершенно необычное. Пахнет она сероводородом, а на вкус она сладкая. И такое необычное послевкусие. В общем, будете здесь, обязательно попробуйте. Друзья, а сейчас мы с вами идем к народным ваннам. Народными они называются потому, что здесь могли искупаться бедные. Иногда, конечно, они купались даже голыми, и поэтому их часто называют бесстыжими. Поэтому приезжайте, выбирайте для себя способ купания, время купания и, соответственно, как вы будете называть эти ванны. Вот, видите, еще одно предупреждение. Не пренебрегайте этой информацией. Это очень важно для вашего здоровья.
Посмотрите, какой красивый цвет. Вода очень горячая, наверное, градусов, наверное, 50. Может и больше, может 60. Удивительно. Где-то еще меня не идут. Уж если здесь 30, так что все. Здесь есть вот такая вот деревянная лестница с перилами. И вот люди принимают ванны, видите? Если бы не съемка, я бы тоже сюда залез. Вот чем ниже получается ванны, чем ниже стекает минеральная вода, тем холоднее источник. Как водичка? Прохладная. Прохладная? А здесь отдельный источник идет. Водичка градусов 35, наверное. Вот температура тела. Голубой цвет в воде придает сероводород. И в этих источниках есть небольшая примесь радона. Поэтому здесь постоянно люди, здесь постоянно кто-то в этих ваннах сидит. Но я думаю, если вы приедете, для вас найдется местечко. Вот такой вот отличный холодный квас. За вас, друзья. Сладенький, прохладный и очень вкусный. Так что покупайте пятигорский квас, я думаю, он вам понравится. Здесь на бульваре Гагарина находятся Пироговские ванны, бывшее название Телечеевские. Строили специально для жителей дач, которые создавали до 1917 года, выдавали специальные участки земли людям, которые могли здесь построить дома, они строили себе дачи. Но воды наверху не было, и нужно было спускаться куда-то на лечение вниз, что было не очень удобно туда с горы вверх подниматься. Вот специально для этих целей были построены эти ванны, сюда подавалась водичка, и люди с дач могли сюда приходить на лечение. Здесь есть, посмотрите, памятник погибшим в Великой Отечественной войне. И вообще Пятигорск внес огромный вклад в восстановление здоровья многих солдат, потому что многих из них вылечили при помощи тамбуканской грязи, и они имеют специальное обеззараживающее свойство, антисептическое. Ну и, в общем, Северный Кавказ внес огромную медицинскую лепту в ход войны. Друзья, сейчас, вот видите, 29 градусов тепла, но влажность очень сильная. Еще я вам хотел показать, что вот по Пятигорску стоят такие информационные стенды для слабовидящих людей. Перед вами тактильно-звуковой терминал остановки общественного транспорта «Санаторий Родник» города Пятигорск. Специально разработанный для помощи в ориентировании лиц с ограниченной функцией зрения и не владеющих техникой чтения по системе Брайля. Вот, посмотрите, еще одна дача. А вообще, вот мы с вами идем сейчас опять дальше по этой курортной зоне. И эта вот пешеходная зона является частью Теренкура вокруг горы Машук. В таком виде пешеходная зона проходит по Провальскому бульвару, а дальше уже по лесу вокруг горы общая длина Теренкура составляет около 10 километров. Можно делать пробежки, можно ездить на велосипеде. В общем, любые возможности для активного времяпрепровождения. Мы находимся около ресторана «Провал». Когда-то это было единственное здание, находящееся здесь, около нашей достопримечательности озера Провал, которое находится внутри горы Машук. Здесь, естественно, отдыхающие, которые приезжали к Провалу, могли покушать, отдохнуть. Здание историческое, очень красивое, сейчас, к сожалению, оно не функционирует. И вот сюда можно было до Провала еще доехать на трамвайчике. От железнодорожного вокзала ходил трамвайчик прямо сюда до Провала. В Пятигорске у нас первый электрический трамвай в России. Мы находимся сейчас около одной из главных достопримечательностей города Пятигорска, озеро с названием Провал. Вы его видите на заднем фоне. Когда-то внутри горы Машук была закрытая пещера по глубокому тектоническому разлому. Сюда поднималась вода сероводородная, и внутри находится голубое озеро.
Так как температура воды абсолютно разная, она колеблется от сезона от 27 до 43 градусов, верхний свод с течением длительного периода времени он истончился и провалился, обвалился. Вот почему озеро и получило такое название «Провал». Это одна из действительно таких природных достопримечательностей города Пятигорска, и мало какие города у нас имеют внутри горы озеро. К озеру ведет тоннель, который был построен на деньги офицера Голицына русской армии. Вот он выделил собственные средства, 20 тысяч рублей серебром, для того, чтобы пробили туннель. Первоначально спускаться в туннель можно было только сверху. По специальному там делали деревянный помост, где даже танцевали кадриль 6 пар. И на специальной такой вот лебедочке, которую соорудили братья Бернардатцы, можно было спуститься вниз. Но, конечно, это было не всем возможно, и вот, когда истончился тоже вот это дерево, когда закрыли, убрали этот помост, Голицын на собственные средства, вот он дает эти средства, чтобы пробили туннель. Туннель был пробит, как раз когда открытие проходило туннеля, здесь гастролировали итальянские оперные певцы, и они устроили здесь небольшой концерт. Друзья, мы с вами сейчас идем как раз по этому туннелю. Посмотрите, здесь вот эта порода, он полностью высечен в скале. Сзади за мной вот там вход. Конечно, здесь камера снимает не так хорошо. Вот, а в конце туннеля сероводородное озеро голубого цвета. Мое грядущее в тумане, былое полное мук и зла. Зачем не позже или не ранее меня природа создала? К чему Творец меня готовил? Зачем так грозно прикословил? Надеждам юности моей добра и зла он дал мне чашу, сказав: я жизнь твою украшу, ты будешь славен меж людей. Я словам его поверил, и полный волею страстей я будущность свою измерил обширностью души своей. Святыней зло во мне боролось. Я удушил святыни голос, из сердца слезы выжил я, как юный плод, лишенный сока, оно увяло в бурях рока, под знойным солнцем бытия. Тогда для поприща готовый я дерзко вник в сердца людей, сквозь непонятные покровы приличий светских и страстей. Помните, по сюжету Остап Бендер продавал билеты в провал, чтобы он не провалился. И вот как раз памятник Остапу Бендеру стоит здесь. Обязательно с ним сфотографируйтесь. Друзья, посмотрите, вот эта гора Золотой Курган, а мы с вами находимся возле Эоловой арфы. Эолова она называется, потому что Эол – это бог ветра. Пойдемте поближе посмотрим.
Вы слышите? Слышите этот звук? Когда-то очень давно вверху стоял специальный итальянский инструмент, были натянуты струны, и когда дул ветер, он издавал вот такие звуки. А сейчас здесь стоит электронный инструмент, и он передает ту атмосферу, которая была в те годы. Одной из видовых площадок города Пятигорска является место около Иоловой арфы. Вот мы ее с вами видим на заднем фоне. На этом месте первоначально когда-то стоял казачий сторожевой пост, потому что сама крепость, которая располагалась недалеко от нашего Новопятигорского озера, она находилась в слепой зоне. Видимость оттуда была достаточно ограниченная. Для того, чтобы весь простор можно было видеть, вот сюда и на отрог горы Машук, гору Горячую, мы на Холодной, тоже стоял второй казачий пост. И сюда выходили казаки и осматривали окрестности. Между этими горами, можно сказать, зародился Пятигорск, потому что именно вот здесь приезжали из крепости в калмыцких кибитках целый день проводили, на ночь обязательно уезжали в крепость. А здесь вот солдаты стояли и осматривали окрестности. Если вдруг замечали, что где-то скачут всадники или что-то как-то вот не так обстановка, тут же давали сигнал тревоги, всех людей собирали и уводили в крепость. Ну а когда уже было мирное время, стали облагораживать эти места, потому что источники здесь находились во времена Лермонтова. Источник был вот здесь, вот около Академической галереи. Естественно, нужно было где-то укрываться от солнца, поэтому сажали деревья, чтобы в тени, так как целый день около источника проводили. И различные малые архитектурные вот сооружения создавали. Вот здесь вот как раз в 1831 году братьями Бернардаци была создана вот такая Иолова арфа, построена из травертина. Внутрь был помещен деревянный инструмент, привезенный из Италии. Там были такие прорези, где натянуты были струны, и при попадании туда ветра издавалась очень красивая мелодия. Этот инструмент сейчас утерян, и восстановить его невозможно, поэтому играет электронный инструмент внутри, то есть, естественно, его слышно периодически. Ну, а от того инструмента остались только отверстия внутри. Друзья, а сейчас мы с вами идем к Лермонтовскому гроту. Именно здесь произошла встреча Печорина и Веры по сюжету романа «Герои нашего времени». Одним из украшений парка является грот. Грот сейчас носит название грот Лермонтова. Первоначально такие гроты строились, когда создавались парки, и строились парки на манер европейских курортов, где было очень модно создавать такие гроты. Но если там их делали искусственно, у нас эти гроты были естественные, их просто облагораживали. Вот один из таких гротов появляется в этом месте. Именно сюда приводит своих героев в своем романе «Герой нашего времени» Михаил Юрьевич Лермонтов. Печорин, пришедший к источнику, посмотрел на небо, заметил, что там собираются тучки. Он решил спрятаться от дождя как раз в гроте, который был недалеко от источника. По дорожке, увитой диким виноградником, он и подошел к гроту. Когда он подошел к гроту, он увидел, что внутри грота сидит девушка. На ней большая светлая шляпа и вуаль, которая закрывала ее лицо. Он решил не мешать ее уединению и развернулся, чтобы уйти, но девушка подняла голову. «Вера!» — воскликнул Печорин. Здесь произошла как раз встреча Печорина и Веры. И полчаса они прятались от дождя именно в этом гроте, пока дождь шел. Но у грота не было первоначально никакого названия, просто грот, просто первый. Но именно когда вышел в свет вот этот роман «Герой нашего времени», его стали именовать Лермонтовским. Так это название за ним и закрепилось. А вот это Академическая галерея. Здесь во времена Лермонтова находился главный источник, куда все приходили, где собиралось водяное общество. Здесь не было никакой капитальной постройки, и стояли просто дощатые павильоны, обитые парусиной, чтобы люди могли укрыться от дождя. В середине 19 столетия наместником Кавказа становится Михаил Воронцов. Именно тот граф Воронцов, которого мы знаем по Воронцовскому дворцу в Алупке. В Пятигорск он привозит с собой одного из архитекторов, с которым я работал в Крыму. В Крыму он работал с сыном и отцом Уптонами, а сюда он привозит сына Самуэля Уптона. По его проекту была построена эта галерея в 1849 году. И она очень похожа на акведук, который они строили с отцом под Одессой. Галерея построена из травертина, которая здесь называют Машукский камень. Вокруг горы Машук есть огромное травертиновое кольцо.
где когда-то давно выходили источники. И именно они образовали этот камень травертин. Друзья, а мы идем с вами по Нагорному парку. Мы только что спустились с холодной горы, там где Эолова арфа. А вот это гора горячая. И вот вы посмотрите, здесь есть породы травертина. Эти горы образовывались 10-12 миллионов лет назад, представляете? А мы по Нагорному парку движемся к главному символу Кавказских минеральных вод. Здесь пешеходная зона находится вот в таком состоянии, но уже начата реставрация. А я вот тут проходил мимо и решил показать вам. Это, видите, старая травертиновая лавочка, то есть лавочка из камня. То есть реально это лавочка, это не шутка. Сейчас я встану, вам ее покажу. Вот так вот она выглядит. Так что будете в Пятигорске гулять, обязательно присядьте, сфотографируйтесь и пришлите мне в Инстаграм. На этом месте когда-то стоял еще один казачий сторожевой пост. Когда стали строить парки, когда стали облагораживать эти места после того, как линия была перенесена дальше к Кавказским горам, и эти места оказались в тылу, вот здесь все облагораживали. На этом месте была поставлена беседка. Первоначально она строилась, начиная с 1870 года, и она была деревянной, красиво украшена витражными стеклами. Имела свою причудливую форму, поэтому получила название китайской. Но дерево у нас долго не держится, оно пришло в негодность. И в 1976 году на этом месте местная наша скульптор Шаховская поставила вот такую беседочку. Тоже по форме напоминает китайскую, но она уже металлическая и ажурная. И вот давайте поднимемся и посмотрим, какой из нее открывается вид. Вот такой вот вид. А вот внизу, посмотрите, это Лермонтовская галерея. Вот храм, который построен по образу храма Христа Спасителя в Москве. Ну, идемте поближе и все это посмотрим. Главным символом Кавказских минеральных вод является скульптура орла. Первая скульптура появилась в 1901 году именно здесь, на отроге горы Машука, на горе Горячей. Почему именно орел стал символом Кавказских минеральных вод? Потому что именно здесь, под ним, находился когда-то самый первый источник. Мы с вами туда пройдем, в самом низу находится трещина, где когда-то выходила эта водичка, и здесь купались солдаты. Именно они заметили целебность этой минеральной воды, первоначально использовали чисто для купания. И славу об этом источнике именно солдаты стали разносить по всей России. Существует легенда о том, что когда-то орел летал в небе. Орел летал, а внизу ползала по земле змея. И всегда с завистью смотрела на орла, и ползала и говорила: «Царь птиц, царь птиц». И вот как-то орел сел здесь на пригорочек отдохнуть, а к нему подползла змея. Она ужалила орла. Ужаленный змеей он падает вниз. А внизу оказался источник с минеральной водой. Он начинает пить эту воду, искупался в ней, и силы к нему вернулись. Он взлетел в небо, своим зорким глазом нашел обидчицу, кинулся на нее, схватил когти и поднял в небо. «Лети», — сказал он, — «теперь ты тоже царь птиц». Змея, естественно, не умея летать, упала на землю и разбилась. Так вот, орел у нас символизирует целебную силу минеральной воды, а змея, которую он держит в когтях, человеческие болезни. Почему символ камень вод? Потому что орел у нас символизирует еще, можно сказать, силу природы и победу над человеческими болезнями. А вот здесь под орлом, видите, сохранилась еще старая часть маленькой ванны, где купались вот эти солдаты. И именно отсюда бил источник с минеральной водой. Это был самый первый источник Пятигорский. Друзья, вот это грот Дианы. Он был построен в 1829 году в честь первого восхождения на Эльбрус. И именно здесь прошел последний бал Лермонтова. Мы с вами воспаряем над Пятигорским парком «Цветник» и Лермонтовской галереей. Это удивительное здание совершенно не сочетается с архитектурными стилями исторического центра. Оно выделяется легкостью, необычным цветовым решением и конструкцией. Появилась Лермонтовская галерея в 1901 году, к 60-летней годовщине смерти Михаила Юрьевича Лермонтова. На самом деле в начале 20 века курорты переживали бум популярности. Этому способствовало открытие прямого железнодорожного сообщения с Кавминводами. Новую галерею открыли на Николаевском Цветнике. Он к этому времени уже стал основным местом для прогулок у водяного общества. Сегодня это здание принадлежит филармонии.
Как и прежде, здесь проходят концерты, художественные выставки и организуются тематические мероприятия. В Пятигорске еще очень много интересного, и во мне присутствует огромное желание вернуться сюда еще не один раз. Спасибо авиакомпании «Азимут» за удобный и прямой перелет из Крыма. Мы с вами уже побывали в Кисловодске, а впереди нас ждут Железноводск и Ессентуки. Я надеюсь, вам наша экскурсия понравилась. Я в описании оставлю все контакты Людмилы. Я жду ваших комментариев. До скорых встреч на канале Капитан Крым. Всем привет из Пятигорска.